Вот такой вот Амстердам, ребята. And then it went like a 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4. Ну что, прокатимся по Амстердаму. Амстердам – один из самых популярных городов Европы, и тут много всего интересного. Но, так как это еще и центр велосипедного мира, то ехать по велодорожкам одно удовольствие, чем сегодня мы и будем заниматься. Только посмотрите, какое покрытие и ширина дороги, и это практически центр города. Я направляюсь к ЖД вокзалу, и дорога ведет меня через спальные районы, которые интересно рассматривать и изучать. В Нидерландах я объездил огромное количество городов, и спальные районы – это отдельный вид искусства, который, конечно, заслуживает отдельного видео. В этом путешествии к центру города я на этом останавливаться не буду. Несмотря на мифы про Амстердам, тут очень чисто и аккуратно. Есть, конечно, исключения, но вы видите все сами. Аккуратно припаркованные автомобили, велосипеды. И все находится на своих местах, ничего лишнего. Я выехал на набережную, которая тянулась вдоль реки. Красивые пейзажи открывались буквально отовсюду. Гладь воды слегка смазывала отражение и подчеркивала спокойствие этого места. Отличная спокойная погода давала мне все шансы насладиться этим прекрасным утром. Пока все спят, можно ехать не спеша и практиковать свои операторские способности. A champion in the making, got the fire inside, there's no forsaking, I reach for the stars. Yeah, I'm aiming high, gonna conquer the world, touch the sky, I'm on a mission breaking down. По дороге к вокзалу открылся красивый вид на большие здания. Но меня не покидала мысль, что здание слева тычет мне непристойный жест. No time for doubters, I'm in my zone. I'm the ruler, sitting on the throne. I'm the one they fear. I wear the crown when it comes to winning, and I never back down. Тяжелые будни оператора. Итак, я добрался до водного вокзала, а ЖД вокзал находится прямо у меня за спиной.
Амстердамский центральный вокзал – один из самых красивых вокзалов Европы. Его загруженность составляет примерно 250 тысяч человек в год. Вокзал был открыт в 1889 году и спроектирован знаменитым голландским архитектором и сочетает в себе элементы неоготики и неоренессанса. Вокзал был построен на 3 искусственных островах, и для его устойчивости использовано около 9000 деревянных свай. Как видно, это также любимое место для любителей селфи. А теперь поехали вместе кататься по узким улочкам старого города. И вот я свернул к Первому каналу. Их здесь сотни километров. И они по-своему прекрасны и являются визитной карточкой города. Основная система каналов Амстердама построена аж в 17 веке и внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Людей все больше и больше, появился запах марихуаны, и кафе заполняются даже в такое время. Главное не останавливаться. В Амстердаме насчитывается более 1200 мостов, которые соединяют разные районы города через каналы. И это больше даже, чем в Венеции. По данным, в каналах Амстердама располагается около 2500 плавучих домов. Многие из них служат как жилые помещения, а некоторые как отели и музеи. Вот еще одно очень популярное место. Архитектура старого города Амстердама известна своими узкими домами с острыми фронтонами, построенными вдоль каналов в стиле голландского ренессанса. Они очень контрастные, строгие и яркие. Эти дома, часто многоэтажные, строились в глубину из-за высоких налогов на фасад. Система каналов и исторические здания, такие как Старая Церковь и Западная Церковь, создают уникальный городской пейзаж. Также характерны плавучие дома на воде, ставшие частью архитектурного облика города. Вот начинается улица Красных Фонарей, и тут, естественно, много интимных магазинов и всего, что с этим связано. Есть театры, музеи. В окнах за красными шторами много девушек, и это самое посещаемое место в Амстердаме.
Но не только на этой улице, а также во всех проулках, которые вот с этой улицей связаны. Там тоже очень много магазинов и окон с девушками. Но это нужно отдельно ходить снимать, чего мы в этом ролике делать не будем. Вот эта улица поближе. С такого ракурса ничего необычного. Мило, уютно, красиво. Старый Амстердам – это город, где каждый шаг переносит тебя в прошлое, но при этом ты чувствуешь пульс современной жизни. Узкие улочки с брусчаткой петляют между домами, которые словно сгорбились от времени, но по-прежнему гордо смотрят на каналы своими фасадами. Многие из домов рассказывают свою историю, а некоторые наклоняются и как бы заглядывают в воду. А другие чуть косо такие, что возникает ощущение, что они сейчас упадут. Здесь все дышит жизнью, из старого кафе, где можно выпить свежесваренного кофе под звуки старого винила, до булочных с ароматом свежеиспеченного хлеба, который доносится из-за угла. Ты понимаешь, что в этом городе важно не спешить. Он приглашает замедлиться, оглянуться, взглянуть на детали. Старинные крючки на фасадах домов, скульптуры на мостах, которые легко не заметить в обычной суете. Центральная площадь Амстердама известна как Дамская площадь, является историческим и культурным центром города. На ней расположены значимые здания, такие как Королевский дворец, Новая церковь и национальный монумент в честь жертв Второй мировой войны. Это популярное место для туристов, а также центр проведения различных мероприятий, фестивалей и протестов. А это у нас знаменитый торговый центр в Амстердаме, расположенный в здании бывшего главпочтампа, построенном в неоготическом стиле в конце 19 века. Здание впечатляет своей архитектурой с высокими башнями и декоративными элементами. Внутри находятся магазины премиум-класса и бутики. Ну туда, конечно, я не пойду, это скучно, мы лучше поедем кататься и смотреть на архитектуру.
Кручу педали дальше, пытаясь вырваться из толпы, где каждый третий замирает в середине тротуара, уткнувшись в свой телефон. Местные жители, похоже, давно сдались, привыкли к туристам, заполнившим их город. Я проезжаю мимо сувенирных магазинов, где можно купить все. От деревянных тюльпанов до оригинальных каких-то вещей, конечно, изготовленных на фабрике где-то в Китае. Но где-то между этими потоками людей и бесконечными витринами все еще пробивается дыхание старого Амстердама. Тихие уголки, скрытые за шумом и суетой, которые можно найти, только случайно свернув в какой-то проулок, которых здесь огромное количество. И там тоже есть свой определенный вайб. Это у нас историческая церковь, построена в 1633 году в стиле голландского ренессанса. Церковь служила важным религиозным центром для лютеранской общины города. Сегодня она используется для проведения церемоний и мероприятий, а также принадлежит Амстердамскому университету. И теперь помчали в парк Вондала. Goed, uiteindelijk heb je dus wel voor elkaar gekregen om alsnog mee te lopen. Это у нас крупнейший и самый известный парк в Амстердаме, открытый в 1865 году. Он был назван в честь голландского поэта Йоста ван дел Вондела. Первоначально парк создавался как место для прогулок на лошадях и отдыха горожан. Но сегодня это очень популярное место, которое привлекает 10 миллионов посетителей в год. В парке есть открытый театр, где летом проходят бесплатные концерты и спектакли. Он также знаменит своей скульптурой Пикассо «Птица» и кафе, построенном в стиле модерна.
Теперь я направляюсь опять к ЖД вокзалу, чтобы успеть на паром и подняться на смотровую площадку, где нужно обязательно снять закат, куда уж без него. И поеду по современной части города. Кстати, паром бесплатный ходит очень часто. Это у нас Национальный киноархив и музей, посвященный кинематографу. Открылся в 2012 году в уникальном современном здании. В очереди я простоял минут 30, а вход стоит 20 евро. Здесь бар, можно посидеть, покушать, выпить, погулять. Ну а я, конечно же, займусь самым любимым, это буду снимать видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. До нового выпуска.